вот так более-менее надо. Куда смотреть? В объектив? Куда смотреть-то? Дорогие мои читатели, места на кладбище закончились. Можно записаться в список ожидания. Вам обязательно нужно прийти ко мне. Без меня вы этот город не поймете. Но я найду все, что можно найти по этому району. Посмотрите на это здание. Я Белка Луиза. Наконец-то дома. Прекрасно. Гамбург самый лучший. Здравствуйте, меня зовут Ирина Хес. Я живу в Гамбурге уже почти 17 лет, замужем за самым настоящим неандертальцем. И сегодня я покажу вам Гамбург. Я думаю, что вот это мы на экскурсии-то пообсуждаем. Мне очень нравится на экскурсиях, на самом деле, Ставить вопросы. Это прям идеальный пример Das Искусство на Канасвей. Это искусство в общественном пространстве. вот этой работы. Администрация района с удовольствием бы избавилась из церкви. Но у них не получилось, потому что перенести ее куда-то в порт будет очень дорого. Так это и осталось. Это они предупреждают, что у них детская площадка тут, что они работают с семьями. Пожалуйста, не курите траву в этом месте. Ну, какое место такие предупреждал? Мне кажется, я во многом подхожу к созданию экскурсий, да, и к добыванию знаний как журналист. Потому что мне нужно как можно больше источников. Это не только книги, хотя книги – это, конечно, святое. Отовсюду прыгают новые герои, новые истории, ты уже отбиваешься, потому что не можешь все это вместить в одну экскурсию. Смотри, какой кирпич, да? 1925-26 год. Значит, строить сразу после Чили-хауса. Наш клинкер прекрасный. И элементы, да, вот это немножко готизированные, они прям как будто бы Чили-хаусом немножко вдохновлялись. Но кто их знает? Это уже дом. Для экскурсовода, мне кажется, это большой соблазн. Какие-то детальки собрать в одну картинку, да, их связать, и немножко тут притянуть за уши, тут за хвост дотянуть, чтобы было еще красивее. У меня постоянный страх в какой-то момент обнаружить, что я парю чушь. И иногда бывает, что какие-то вещи, которые я постоянно говорю, постоянно повторяю на экскурсии, я просто останавливаюсь. Ну, а может быть, все-таки чушь? Ир, давай мы себя проверим. Я начинаю быстро искать источники, да, что я все-таки не чушь парю. Вот. Такое бывает иногда, и вот это, да, это большой страх. А вот этого я не замечала в прошлый раз. Смотри, какие клевые. Вот это на стекле вставки. Прям интересно, какой это год. Norddeutsche Hof. Окей, дайте-ка мне сфотографировать, чтобы я понимала, где искать. Иногда даже слишком много информации, а иногда ищешь и никак, ни в какое. И тогда очень обидно. Что-нибудь новое узнаешь, начинаешь тянуть, все это связывать, как бы за веревочку, да, плести, потом еще что-то новое открывается, потом картинка складывается, и это прям классно. Мне нужна общая картинка. Для меня всегда важно встроить мой маршрут в общую картину города. Экскурсия, как правило, это моя личная хотелка, потому что мне должно быть интересно где-то водить. Потому что иначе ничего не получится. Когда я готовлю маршрут, я собираю очень-очень много информации. И если в рамках экскурсии какой-то вопрос всплывет, я смогу дать на него ответ, будет классно. Я, на самом деле, когда только начинала водить экскурсии, у меня было такое, но я найду все, что можно найти по этому району. И потом я обрушу на уши, головы беззащитных слушателей. Мне сейчас не то чтобы стыдно, но неловко. Я представляю, как бедные клиенты это все воспринимали, потому что это тяжело. Со временем я научилась отсеивать. Какие-то истории, какие-то персонажи, они просто имеют очень важное значение для определенного района. И хоть они тебе нравятся, хоть не нравятся, ты не можешь обойти вокруг них. Поэтому эти люди попадают. То есть факторов много. Там и маршрут имеет значение. Да, иногда есть что-то классное, что-то очень интересное. Но я не буду делать обход 2 километра для группы. Потому что, у меня, конечно, очень спортивные группы. Я их очень ценю.
Ну и настолько же, да? Поэтому, да, оптимизация маршрута, что мы можем увидеть на маршруте, что будет красивым для людей, что будет интересным, что на не смотреть. Как правило, хочется рассказать гораздо больше, чем влезает в одну экскурсию. И это всегда такой прям обида. Здравствуйте, рада вас всех видеть. Те, кто меня видит впервые. Меня зовут Ирина Хес, я живу в Гамбурге уже скоро 17 лет. И мы сегодня будем гулять с вами по очень необычному району. Я многие места, я уже знаю, что я буду о них рассказывать. Также я сейчас смотрю ракурсы. Я выбираю то, что меня как-то трогает. Либо же, если я ничего не найду, то я это место могу использовать просто, чтобы встать и поговорить об истории. Ну, например, какая-то история была, но и дома снесли, и ничего не сохранилось. Тогда мы можем об этом поговорить просто в красивом месте. Эти красивые места нужно найти. Плюс у этого красивого места должна быть другая особенность, должна мочь разместить там целую группу. Да, чтобы никто не выходил на проезжую часть, чтобы никого не сбивали. Это прям важно. Нам надо пройти обратно немножко. Я могу забыть, где мне сворачивать, особенно когда много улиц. Вот с Оттенсеном это прям была проблема. Я этот маршрут проходила много-много раз, потому что много маленьких улочек, да, где свернуть на второй, на третий, да, то же самое с кладбищем, да, где в принципе нет системы этих улиц нормальных, да, и когда ты идешь по этим тропинкам, топ-топ-топ, да, это я много раз проходила, опять же, чтобы запомнить. С этим могут быть проблемы. Но я обычно помню точку, где нам надо встать. Тут мы будем вставать вот рядом с этим плакатом. Вот так мог бы выглядеть Сан-Георг, если бы планы 1966 года были реализованы. Любовь к Гамбургу появилась определенно со временем. У меня, конечно, есть давнишнее видео, и в этом видео я заявляю, что ich liebe Гамбург. Гамбург был абсолютно снежным. Я была тут впервые со своим будущим мужем. Тогда я об этом не знала. Вот. И с самого начала я кричала «Ich liebe Hamburg». Но, наверное, это было единственное, что я тогда могла сказать по-немецки. Через пару лет я действительно сюда переехала. Первый год в Гамбурге был немножко тяжелым. Несмотря на то, что я приезжала к любимому человеку, у меня была работа и все было прекрасно, но меня чуть было не доконал гамбургский климат зимний. Ну, а потом это уже какое-то привыкание происходит, и два пути. Либо влюбиться в этот город со всеми его особенностями, и с его ветром, и с его дождем, или впасть в депрессию. В депрессию впадать я не очень хотела, поэтому пришлось влюбиться, и со временем это все растет и растет. Действительно, и я довольно много путешествую с семьей, и каждый раз, возвращаясь в Гамбург, это такой, наконец-то дома, прекрасно, Гамбург самый лучший. Маргарите. Ближе к ней. Во! Маргарит лицо. Думай о самом уродливом мальчике в школе. Да улыбайся. Смейся. На поезд смотри. Туда. Я помню, сейчас с ним в поезд не сяду. Давай. Я с ним сейчас в поезд не сяду. Умница моя. Все, я выхожу. Фотографировать людей – это такой экшен. Мне нужно постоянно общаться с моделями, подстраиваться под модели, чувствовать модели, как-то вот это все заводить. Я такой массовик-затейник. Фотограф, мне кажется, должен понимать, что вот на той стороне это сложнее, чем на этой. Ты делаешь все, чтобы человек выдохнул, чтобы человек просто стал собой на какой-то момент. А когда я фотографирую пейзажи, это я одна наедине с собой. И это совершенно другая история. Но я занималась фотографией еще до того, как стать экскурсоводом. С одной стороны, фотография – это мое хобби. Мне нравится даже сам процесс. Когда родилась дочка, младший ребенок, и мне было, совсем ужасно сидеть дома, да, с двумя детьми, да, в первый год, я думаю, родители меня поймут, и я периодически просто вырывалась на 3 часа, ехала в ботанический сад, и там фотографировала макро, и для меня это был отдых, да, вот это погружение в совершенно другой процесс, то есть это доставляет удовольствие, но я вообще считаю, что работа должна доставлять удовольствие,
я считаю, что это привилегия. Да, то есть мне в этом плане везет. Как бы я не ворчала, налоги, вот это вот все, бюрократия, что страна не создана для самозанятых, это все ужасно. Я понимаю, что возможность вести экскурсии для меня, да, и делать то, что мне нравится, и что я считаю делаю неплохо, это огромная привилегия. Поэтому я за нее так держусь руками и ногами. Что, соединился же? Нет. Молодец, умничка моя. Как раз сейчас стоять. Вот, супер. Супер, смотри в ту сторону. Да. Я люблю видеть, как фотография используется. Когда она становится обложкой журнала, например, обложкой книги. Меня это очень радует. Мне нравится, если людям нравятся фотографии, которые я им отправляю. То есть, когда модель довольна. Потому что это не само собой что-то разумеющееся. Потому что мы себя представляем совершенно иначе. Да, и опять же, человек-модель, ему может быть сложно себя принять, себя увидеть просто по-другому, другими глазами. И когда вот эти видения совпадают, тогда я радуюсь. Тогда все получилось, тогда круто. Давай, Маргарит, лицо. Ты серьезно делаешь лицо. Мне нужно больше оптимизма в этой пицце. Дашка, смотри на свою сестренку. Look at me. Стань там, где Гейка. Умница моя, умница. Ближе к мне. Ближе, ближе, ближе. Руку. Да. Подоставай стоять. Дуйте. Двигайтесь по эту сторону. Не сидите на моем горошке. На экскурсиях я получаю удовольствие, когда я вижу, что людям интересно, когда они приходят в следующий раз, когда записываются в список ожидания на кладбище, как было в прошлом году. Места на первую экскурсию по Ольдерскому кладбищу разлетелись за 10 минут. Дальше начался список ожидания на кладбище. Вот. А потом я у себя постила прекрасные сторис, которые, конечно, не посвященному человеку были бы too much. А, дорогие мои читатели, места на кладбище закончились. Можно записаться в список ожидания. До сих пор радуюсь формулировкам. Я жду Альсдорфское кладбище. В списке ожидания стоит. Интересно от Ирины услышать истории про место это. Нужно будет освежить в памяти, пересмотреть еще какие есть экскурсии, но определенно я бы хотела пойти на кладбище, потому что, как бы это странно не звучало, кладбище — это одни из моих любимых мест в городах. Есть много книг, в которых уже прописаны маршруты. Я смотрю, что мне самой из этого маршрута было бы интересно, потому что далеко не все, что, например, немецкий автор прописывает для немецкой публики, будет интересно для русскоговорящей публики. То же самое, например, с кладбищем, да? Немцам интересно, где похоронены знаменитости. Я скорее рассказываю о самой культуре погребений, да, о самой кладбищенской культуре, как это устроено, какие подходы к этому используются. Это всегда другие акценты. Сажаем белочку в карман. Белочка, которая будет героем моих видео. Ее уже многие полюбили, поэтому я не выдержала и взяла ее с собой. Но я думаю, что что-то в этом есть. Она будет говорить те вещи, которые я себе не могу позволить. Ну что, пойдем? Сейчас, да, пилится контент. Да, потом это все будет собираться и маленькие видео. Научилась любоваться без хотений. Там классная. Смотри, какая классная. Белочка появилась просто потому, что я ее увидела. Я ее увидела в Нанте, в музее. И там сидело аж 10 таких белочек. Они смотрели на нас такими глазами. И от нее невозможно было уйти. Мне кажется, она немножко... Белка Луиза — это мы, я Белка Луиза. Она немножко про нас всех, потому что мне кажется, что мы сейчас все живем в такой ситуации, когда снаружи ты такой нормальный, да, и лицо держишь, и мы такие все, ну, нормальные. А внутри, как минимум, каждое утро хочется орать. С утра проснулся, новости почитал в очередной раз и думаешь...
И вот у белочки это абсолютно то самое выражение физиономии. Вот. Поэтому, да, она теперь со мной. Иногда она будет появляться, эта белочка. Мне кажется, ее здорово использовать для вещей, которые я как серьезный гид не могу как бы так спокойно выразить. А белочке можно. Я, мне кажется, слишком такой позитивный имидж имею, а белка, она позволяет выпустить и пар иногда. Иру я знаю еще с ковидных времен и хожу на ее экскурсии уже как минимум лет 5. Ира очень живая, с ней очень легко, весело и интересно. И она всегда приветствует вопросы. Знаете, как говорят, встретить своего человека. Ну тут встретить своего экскурсовода. Вот Ира мой экскурсовод. Первый раз я к Ирине попала в 22 году на обзорную по Гамбургу. Гамбург для меня был открытие. Ира была хорошим экскурсоводом, она влюбила меня. Она передала свою любовь к Гамбургу, она такие все детали, все нюансы показывала. Встретила человека, который любит Гамбург. Это очень большой сюрприз, что люди приходят, готовы долго со мной ходить, потому что чаще всего групповые длятся больше, чем 2,5 часа, что они готовы долго со мной идти, долго меня слушать, а потом еще раз приходят. И я до сих пор удивляюсь. То есть я не могу сформулировать, почему со мной интересно. Для меня это загадка. Когда появилась экскурсия именно в Оттензен, я сразу обрадовалась, потому что мне нравится этот район, хотела посмотреть. Мне кажется, Ира умеет находить какие-то места такие интересные, ну, судя по сторис. Ой, мы постоянно ходим. Для нас Ирочка это очень светлый и хороший человек. Каждая встреча это очень много позитивных эмоций, новые знания. Я отдыхаю. Маме нравится, и нам нравится. Она рассказывает про все, и про искусство, и все другое. О серьезных вещах Ира говорит легко и доходчиво, поэтому мы ходим с дочкой. Это всегда интересно и поучительно. А по поводу «вы самый лучший гид», я всегда держу в голове, что это вы самый лучший гид конкретно для меня. Да, потому что для кого-то я буду, простите, писклявицей, который очень высоко говорит, очень быстро говорит, очень много говорит и очень долго тащит через весь город. И бегает еще быстро бегает. Я иду очень размеренным шагом. Медленно и печально я иду. Да, кому-то нужно, чтобы ему выдали информацию концентрированно, низким, спокойным голосом. И это не я. Для них я буду просто кошмаром в ночи. Поэтому мы все очень разные. Мы все подбираем истории под себя. Потому что, конечно, да, в Гамбурге есть определенный набор историй, да, информации. Но когда ты готовишь экскурсию, ты все равно делаешь те акценты, которые ты хочешь сделать. Да? То есть ты всегда будешь делать свою новую историю. Поэтому я на самом деле очень радуюсь, что наши русскоязычные гиды очень хорошо представлены и в Инстаграме, в интернете, потому что люди могут выбирать гида, с которым бы им конкретно было хорошо. Это не обязательно я ни в коем случае. Да, прекрасно, я лучший гид, но это лучший гид для конкретного человека. Мне очень нравится наполненность рассказа про Гамбург. И, честно говоря, я не видела чего-то подобного. Ира даже на одной и той же экскурсии рассказывает все новые и новые факты. И это каждый раз по-новому. Ой, мне понравилось очень все, потому что я первый раз посмотрела на этот район немного другими глазами. Она очень интеллигентно это все подает, так и с историями, такие замечает всякие нюансы. В общем, стараюсь с Ириной не пропускать. Ирина очень такой эмоциональный, очень открытый, очень энергичный человек. Вот. И она очень, как мне кажется, да, очень тонко может подмечать какие-то детали. Потому что она подмечает такие нюансы, которые ты пробегаешь, даже не видишь. Я скорее редко хожу на экскурсии, когда мне интересен конкретный человек, его подход или какая-то тема. Особенно в случае, если я понимаю, что я со своим образованием, возможно, не настолько хорошо могу разобраться в этой теме. Особенно если речь идет о направлениях, которые я не очень понимаю. Современное искусство в эту сторону. Да, тогда мне интересно пообщаться с гидом, посмотреть его точку зрения, которая могла бы мне объяснить, да, на что смотреть, куда обращать внимание. Ну, если говорить
к какому гиду я бы не пошла, к человеку, наверное, который говорит, что вам обязательно нужно прийти ко мне, без меня вы этот город не поймете, а он на самом деле какой крутой город. У меня было так, что я уходила с экскурсии, это была какая-то большая экскурсия, и там тетушка шла такая: посмотрите на это здание. А вы знаете, кто там жил? Пойдемте к следующему зданию. Вот, мы продержались 20 минут. 20 минут. Это было много. И мне кажется, нужно понимать, экскурсия – это минуты вашего времени. Ваше время драгоценно. Сейчас время ускоряется постоянно, все очень-очень быстро бежит. Вот эти 2,5 часа или больше – это на самом деле много. Да, поэтому стоит, не знаю, с умом подходить к выбору, чтобы эти 2,5 часа не были потрачены впустую. Я очень не люблю, когда вот я продержалась всю экскурсию, а потом думаю: господи, зачем? Очень часто все пишут, говорят: как ты это успеваешь? У меня не убрано дома. Ответ: я ничего не успеваю. Потому что мне хотелось бы успевать и делать, и вмещать гораздо больше. Мне хочется больше бегать. Шитье – это время, помидоры – это время. Мне просто очень много интересно. Как в экскурсии сложно отказываться от каких-то персонажей, от историй, мне сложно отказываться от своих каких-то интересов. Мне что-то становится интересно, я копаю в этом направлении, потом останавливаюсь на определенном уровне. Я, например, если я шью, я не умею шить корсеты, да, потому что это такой же высший пилотаж, и мне это не нужно. С бегом я пробежала свой марафон, я не пошла куда-то дальше в ультрамарафон, мне достаточно этого. И вот потихоньку в эту сторону, в эту сторону. Вот сейчас я занимаюсь карандашные рисунки потихоньку. Конкретно рисование сейчас – это возможность немножко отдохнуть от работы. Так неспешно. Вот как раз в этом случае я не могу одновременно слушать какой-то подкаст и рисовать, потому что, как правило, я слушаю инструкцию, что нужно делать. Эти зазубренные рисуешь не столько изнутри, со стороны листа, сколько негативным образом, то бишь со стороны тени. И тень заставляет их проявиться. Это то, чему я научилась в этот раз. Это сейчас делается по мастер-классам, и я не могу совмещать в этом плане. То есть мне нужно четко следить за тем, что происходит на экране, слушая. Поэтому это получается час полного погружения в этот предмет. А если я, например, шью, я могу шить и одновременно слушать подкаст по интересующей меня теме, смотреть видео на тему экскурсии. То есть я стараюсь совмещать, если это возможно. Я шью по выкройкам, я сама не умею строить, к сожалению. Я очень много шила, когда была корона, которую я, честно говоря, вспоминаю как невероятно счастливое время. Хотя с работой было, конечно, ужасно, но, с другой стороны, мы все сидели дома. Все было уютно. Я могу бежать и опять слушать подкаст про историю Ольдерского кладбища, например. Да? То есть это все совмещаемо. В балкон, да, потому что сейчас будет лето, будет полив этого балкона. Помидоры, у меня рассада своя, и я сейчас из семечка выращиваю. Ну, потому что это экспериментаторство, это интересно. Это и детям классно интересно. Они смотрят, как это растет. Они понимают, что это не где-то с полки магазина берется. Это желание еще получить красивый, классный балкон. Тут уже отцвела яблоня. Яблочки висят с прошлой осени. Надеюсь, что какая-нибудь птичка прилетит и слопает. Вот. На самом деле балкон сейчас в состоянии переходном, потому что, конечно же, летом тут будут помидоры, цветочки. Это прям мое все. Да, это был росточек в начале зимы, и за зиму он умудрился разрастись, и вот такой чудо превратится. Это из росточка предыдущего растения было сделано, то, что тоже переросло все возможные рамки. И это каждый раз все выглядит по-новому, по-разному. И это очень терпеливый муж, и очень терпеливая семья, в общем и целом. У меня очень терпеливые родственники. Это такая моя опора, то мне не страшно куда-то взлетать или подпрыгивать, потому что я знаю, что мне есть куда падать, что вот эти люди меня примут, да, что отец меня поддержит так или иначе. И они сильно дают мне очень много пространства для воплощения моих идей. Это пространство и в плане времени, потому что каждый раз, когда мы гуляем с людьми в воскресенье или в субботу, это значит, что мой муж где-то находится со своими детьми.
Я не ставлю для себя сверхзадач, мне кажется, хотя ставлю, наверное, для меня это действительно сверхзадача, в ближайшее время найти баланс между работой и отдыхом. Потому что когда ты самозанятый, то работа, она занимает все свободное пространство, она его заполняет. Всегда где-то в голове эта работа сидит. Ты думаешь, наверное, про это хорошо видео снять, вот это хорошо бы в экскурсию включить, мне налоги надо делать. Очень сложно заставить себя выделить время на то, чтобы не думать о работе. Не то, что даже не делать, это ладно, не думать о работе. И у меня не получается пока. Вот этот баланс, work-life, это сложно. Особенно, когда работа, которую ты любишь, она просто за тебя так цепляется, но в этом случае есть большой шанс выгореть. И я это прекрасно ощущаю, и да, я над этим работаю. Я над этим работаю. Я и на пенсию собираюсь ползти по городу. А вокруг у меня будут такие же старушки. Я их буду предупреждать, что, бабулечки, если я иду слишком быстро, вы скажите мне об этом, иначе я не предложу. Если вам вдруг покажется, что я слишком быстро иду, значит, вам не кажется, и нужно вовремя мне сказать об этом. И задать мне вопросы по ходу можно и нужно. Помните, не бывает глупых вопросов, бывают дурацкие ответы. Я буду стараться.